Сага с Кильяном Мбаппе продолжается. Скотт Мактоминей спасает Тен Хага. Жуау Феликс определился со своим будущим. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Нападающий Барселоны Роберт Левандовский не планирует покидать клуб. Как сообщает журналист Шей Лагаси в соцсетях, 35-летний футболист намерен провести следующий сезон в каталонском клубе. Руководство синегранатовых также не планирует рассматривать предложение по форварду предстоящим летом. Ранее сообщалось, что Барса может продать игрока в летнее трансферное окно. Бавария намерена усилить центральную зону оборонительной линии в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild. По информации источника, основными кандидатами на переход в мюнхенскую команду являются защитники Климан Лангле и Джорджо Скальвини. Отмечается, что приоритет отдается 19-летнему итальянцу. Однако в Баварии понимают, что будет легче осуществить трансфер Лангле. Реал вновь попытается подписать Кильяна Мбаппе. С 1 января, если француз до этого момента не продлит контракт с ПСЖ, мадридский клуб активизирует усилия и попытается договориться о переходе. Реал свяжется с матерью и агентом Мбаппе и даст футболисту 15 дней на принятие решения. Мадридцы больше не собираются вести долгие переговоры. До 15 января Мбаппе должен ответить, принимает он предложение или нет. Реал также больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально. Вероятно, речь идет о предварительном контракте и бесплатном переходе летом. Если Мбаппе не ответит на предложение до 15 января, Реал переключится на форварда Манчестер Сити Эрлинга Холланда и будет пытаться его подписать. Отмечается, что норвежец дружит с полузащитником Джудом Беллингемом, с которым они вместе выступали за Дортмундскую Боруссию. Кроме того, у нападающего Сити есть дом в испанской Марбелье. Хулиан Лопетеги не захотел работать в Саудовской Аравии. Как сообщает АС, бывший тренер сборной Испании и Реала отказал Аль-Иттихаду, который предлагал ему 18 миллионов евро в год после уплаты налогов. Лопетеги сейчас живет в Англии и хочет работать в АПЛ. Последним местом работы тренера был Вулверхэмптон, который он покинул летом этого года. В медиа кандидатура Лопетеги упоминается в связи с возможной работой в Манчестер Юнайтед. Жуау Феликс, который выступает на правах аренды в составе Барселоны, определился со своим будущим. Как сообщает АС, футболист хочет остаться в каталонском клубе после истечения арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона. Синегранатовые склоняются к тому, чтобы выкупить игрока, но окончательное решение примут ближе к концу сезона. Винисиус Жуниор стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека, а также выпустил заявление о борьбе с расизмом. Привет, меня зовут Винисиус Жуниор, я играю за Реал Мадрид. В этом году Всеобщей декларации прав человека исполняется 75 лет. Важный момент в истории. Сегодня мы должны подтвердить нашу приверженность защите прав человека. На протяжении всей истории расизм и дискриминация лишили многих людей возможностей, даже в спорте. Пора объединиться против расизма. В спорте не должно быть терпимости по отношению к расовой дискриминации. Это означает, что каждая организация должна использовать существующие механизмы, чтобы сообщать и бороться с дискриминацией без оговорок. Жертв нужно поддерживать, а виновных привлекать к ответственности. Мы должны инвестировать в антирасистское образование, поощрять людей узнавать их права, а также искать поддержки. Давайте сделаем спорт настоящим образцом инклюзивности, свободным от расизма и дискриминации, таким, где отличия прославляются.
сказал нападающий Реала. Главный тренер Брайтона Роберто де Зерби близок к продлению контракта, сообщает Николо Скира. Отмечается, что стороны договариваются о новом соглашении до 2026 года. Другой инсайдер Фабрицио Романо приводит прямую речь итальянского специалиста. «Я чувствую себя очень хорошо в Брайтоне, отношения тоже отличные. Мы говорим о новом контракте, но на данный момент он еще не заключен», сказал итальянец. Полузащитник Манчестер Юнайтед Антони высказался о критике в свой адрес. «Я вижу критику со стороны бывших игроков МЮ, других людей в средствах массовой информации, но я никогда не видел, чтобы они высказывали конструктивную критику, которая помогла бы мне стать лучше как профессионалу. Цифровой суд разрушает жизни, а правда больше не имеет значения». В текущем сезоне АПЛ Антони провел 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету полузащитника 3 игры в ЛЧ и 1 в Кубке Английской лиги, также без результативных действий. Харри Магуайр стал лучшим игроком месяца в АПЛ в ноябре. Англичанин обогнал в голосовании Рахима Стерлинга, Жереми Доку, полузащитника Ньюкасла Энтони Гордона, вратаря Лутона Томаса Камински и полузащитника Борнмута Маркуса Таверньера. Бывший полузащитник и тренер Челси Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может возглавить Шарлотт, выступающий в МЛС. Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, руководство американского клуба стремится принять окончательное решение до конца декабря. Помимо Лэмпарда на пост главного тренера Шарлотт претендует также экс-наставник Лестера Дин Смит. Фрэнк находится без работы с конца прошлого сезона. Вчера прошел матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором Манчестер Юнайтед принимал Челси. Встреча прошла в Манчестере на стадионе Олд Траффорд и завершилась победой хозяев со счетом 2-1. В составе МЮ дубль оформил Скотт Мактоминей. За Челси отличился Кол Палмер. Результативную передачу в свой актив записал Михаил Мудрик. Также на 9-й минуте хавбек хозяев Бруно Фернандеш не реализовал 11-метровый. Таким образом, Манчестер Юнайтед одержал 4-ю победу за последние 5 матчей в чемпионате Англии, а Челси, в свою очередь, потерпел 2-е поражение за последние 3 игры. В следующем туре АПЛ МЮ встретится с Борнмутом, а Челси проведет матч с Эвертоном. Матчи пройдут 9 и 10 декабря соответственно.